Всем привет! Это канал о вязании крючком и меня зовут Василя. Сегодня в этом видео мы свяжем вот такие вот слитки из плюшевой пряжи. Они очень мягкие, теплые и вяжутся очень легко. Как раз такой мастер-класс подойдет для новичков. Вязала я из плюшевой пряжи фирмы Воланс. Здесь у нас идет 100 граммов 120 метров. Вы можете использовать любую другую плюшевую пряжу. На слитки уйдет приблизительно 70 метров. Также для вязания нам понадобится крючок номер 6 и пластиковая игла с большим ушком. В мастер-классе я буду вязать слитки на размер 37, но сейчас я расскажу, как связать на любой размер. Нам необходимо будет связать вот такой вот прямоугольник, где его ширина будет постоянной величиной. Для взрослых слитков на ногу средней плотности. Она должна быть равна 19-20 сантиметров. А длину мы уже вяжем по размеру ноги. Для этого мы должны знать размер ноги в сантиметрах. На экране вы сейчас увидите таблицу, где вы сможете посмотреть, какому размеру какое количество сантиметров соответствует. Допустим, на размер 37 длина стопы 23,5. Вот на такую длину я и буду провязывать полотно. Но так как пряжа слегка растягивается, то можно взять на 1 или на пол сантиметра меньше. То есть я могу провязать полотно 23 сантиметра. Вязать мы будем полотно столбиками с накидом. Каждый ряд у нас будет одинаковый, кроме последнего ряда. В последнем ряду мы будем делать убавки. Обычно на концах плюшевая пряжа вот таким образом осыпается. Поэтому, чтобы такого не происходило, нам необходимо перед вязанием подпалить данный кончик, и тогда она не будет сыпаться. Подпаливаем зажигалкой либо спичкой и будьте осторожны с огнем. Перед набором воздушных петель мы оставляем кончик нити сантиметров 25. Далее делаем петельку, провязываем. Данную петлю я не затягиваю, оставляю, я ее тоже считаю. Это у нас первая воздушная петля. И далее всего мы набираем 24 воздушные петли. Это у нас первая, далее вторая, третья, четвертая, пятая и так далее. 24 воздушные петли. Вот я набрала 24 воздушные петли. Здесь у меня получилось приблизительно 19-19,5 сантиметров. Цепочка из воздушных петель у меня лежит в нерастянутом виде. Возможно, у вас в данных сантиметрах будет другое количество воздушных петель. Это зависит от того, какой плотности вы вяжете. Возможно, если вы туго вяжете, у вас будет больше воздушных петель. Далее провязываем первый ряд. Первый ряд и последующие ряды будут вязаться столбиками с накидом. Делаем накид на крючок, отсчитываем от крючка 3 воздушные петли и в четвертую провязываем. Вот первая, вторая, третья. В четвертую мы вставляем крючок и провязываем столбик с накидом. 2 петельки и еще 2. Вот у нас первый столбик будет из воздушных петель. Далее идет второй столбик. Вяжем следующую петлю, делаем накид, провязываем 2 петли и еще 2. Далее в следующую. И так провязываем до конца столбики с накидом. Провязываем последнюю воздушную петлю. И у нас в ряду должно получиться 22 столбика. Это считаю вот с этого столбика из воздушных петель
Вот у нас первый столбик, второй, третий и до конца 22 столбика с накидом. И в последующих рядах у нас также будет по 22 столбика с накидом. Только в последнем ряду мы сделаем убавки. Теперь измерим, сколько у нас получилось. Провязав первый ряд, у нас получилось вот 19 сантиметров. Вот слегка если растянуть, приблизительно 20. Тот размер, который нам необходим, 19-20 сантиметров. Переходим к вязанию второго ряда. В конце всегда мы делаем 2 воздушные петли. Раз, два. Переворачиваем. И здесь смотрим сверху, отсчитываем 1, 2, 3, в четвертую мы провязываем столбик с накидом. Либо если посмотреть вот с этой стороны, вот у нас идет первый столбик, петелька над ним, мы ее пропускаем и вяжем во второй столбик. Вот этот столбик из воздушных петель, он нам заменяет первый столбик над первым столбиком. Итак, делаем накид на крючок. Во вторую петельку, получается, вводим, либо смотрим сверху. 1, 2, 3, в четвертую. Провязали. Далее в последующие петли провязываем по одному столбику с накидом до конца ряда. Вот я провязала 21 столбик, и самый последний, 22, мы провязываем вот здесь вот в конце, в самую крайнюю петлю. Не забываем его провязать, потому что он иногда вот так вот, его можно пропустить, он как бы незаметен. Не забываем его провязывать. Вот он, это у нас 22 столбик. Далее снова делаем 2 воздушные петли. Переворачиваем. И также у нас все повторяется. Сверху отсчитываем 1, 2, 3, в четвертую петлю от крючка. Мы провязываем столбик с накидом. Либо, как я говорила, если смотреть отсюда, получается во второй столбик. Первый мы не трогаем. В конце еще раз напоминаю, не забудьте провязывать самую последнюю петлю. В каждом ряду у нас по 22 столбика с накидом. Далее ряды у нас повторяются. Делаем 2 воздушные петли и вяжем столбики с накидом. Я провяжу сейчас 13 рядов. Вот я провязала 13 рядов. Здесь у меня получилось 22 сантиметра. Сейчас мы провяжем еще 14 ряд и будет приблизительно 23-23 с половиной сантиметра. Это как раз на размер 37. Итак, делаем 2 воздушные петли. И теперь в 13 ряду я делаю убавки по краям и посередине полотна. Вводим во второй столбик, провязываем 2 петли и 2 петельки не провязываем. Далее снова накид, вводим в следующую петлю, провязываем 2 петли и затем уже 3 петельки на крючке. Таким образом мы сделали убавку. Далее провязываем 7 столбиков с накидом и посередине сделаем еще одну убавку.
Провязали 7 столбиков и делаем убавку. Провязываем 2 петельки, 2 петельки остаются. Снова накид в следующую. Провязываем 2 петельки и 3 петельки на крючке. И снова провязываем 7 столбиков с накидом. И далее сделаем убавку. Делаем убавку. И провязываем последний столбик. Итак, всего провязали мы 14 рядов. И здесь у нас получился размер 23 сантиметра. В конце пряжу обрезаем. Не забудьте ее подпалить, чтобы она не осыпалась. И полностью вытягиваем. Кончик можно спрятать здесь под петельки. Вот у нас первый ряд. Здесь мы оставляли в самом начале кончик нити для сшивания. Продеваем ее в иглу и складываем полотно пополам. Лицевой и изнаночной стороны здесь нет, с обоих сторон здесь рисунок одинаковый. Вот у нас идет ниточка, мы захватываем кромочные петли с обоих сторон поочередно и прошиваем. Захватили с одной стороны, далее захватываем с другой. В конце оставляем вот такое вот отверстие сантиметра 2. Затем мы собираем таким образом кромочные петли по кругу, и данную часть мы затянем. Теперь затягиваем отверстие. Иглу выводим наизнанку. И здесь еще в нескольких местах прошиваем. Обрезаем нить и прячем кончик нити. И у нас получается вот такая вот пятка. Теперь будем сшивать носок. Для этого у нас вот здесь я отметила посередине 5 петелек. Мы для начала их соберем, стянем и затем уже будем прошивать. Таким образом складываем. Сейчас мы соберем вот эту часть. Вот продели иглу, и здесь вот таким же образом, как на пяточке, собираем. Далее эту часть мы стягиваем. И затем уже захватываем с обеих сторон петельки и провязываем вот эту часть.
Дошли до края. Здесь вот захватываем крайние петли. Теперь мы переходим к вязанию верхней части, сшиванию. Здесь я оставила 12 сантиметров. Это отверстие для ноги. Здесь мы также сделаем обвязку. В процессе сшивания вы можете примерять и смотреть, сколько вам нужно здесь расстояние. Теперь мы обвяжем край. Я начинаю со стороны пятки. Мы будем обвязывать столбиками без накида по всему краю. Заводим вот таким образом под петельки и проходим по всему краю, провязывая столбики без накида. Вот и готовы наши цветки. Пусть ваши ножки всегда будут в тепле. Подписывайтесь на мой канал и вяжите вместе со мной. Увидимся в следующем мастер-классе.